Первым предметом одежды, который я почистил, была серьга. Это было в основном просто переработанное из оригинальной сетки из оригинальной скульптуры, но я установил начало объекта на ушной раковине, а не в центре кольца. В конце концов я вообще снял серьгу, потому что было бы немного сложнее сделать правильный поворот. Он мог вращаться только вдоль оси X. Вся мочка уха будет пузыриться или даже неловко смещаться через оболочку при вращении. На самом деле это не то, что я хотел бы получить от анимации для топа. Я дублировал части тела в качестве основы для работы. Я выбрал грани, которые хотел дублировать, затем продублировал их и разделил на их собственный объект с помощью π, немного увеличив новую геометрию с помощью старого S. Тогда я установил оригинальную форму верха в качестве мишени в термоусадочной упаковке. Я почти полностью переделал верхнюю и нижнюю части верха, основываясь на форме скульптуры. Это действительно хорошо, если топология предметов одежды в основном основана на лежащем под ними теле, так как они будут легче деформироваться в унисон, как и в случае с другими ориентирами. Но на самом деле в этом нет необходимости, так как тело часто можно просто спрятать, так как на самом деле его все равно не видно.
Для одежды хорошо бы добавить модификатор затвердевания, чтобы уже просмотреть некоторую толщину. Используй вариант только с ободком, так как другая сторона граней на самом деле не будет видна, поэтому они действительно не нужны. Хотя может быть полезно смоделировать немного толщины с обратной стороны в рукавах. Нижняя граница верха и цвет не полностью прилипли к телу, даже несмотря на то, что я не делал этого в промежутках времени, это все равно то, что я хотел бы сделать. И я все еще мог бы добавить к персонажу. Как только топология в значительной степени задана, я могу применить модификатор Mirror и моделировать с дополнительной асимметрией, которая присутствовала в оригинальной скульптуре. Я также решил моделировать недостатки и морщины непосредственно вместо того, чтобы позже выпекать их в текстурах. Или используя имитацию ткани или что-нибудь в этом роде. Если у тебя модель сердца, складки и морщины в ней могут вызвать некрасивое растяжение и защемление, так как они вводят много дополнительных полюсов. Так что продолжай сравнивать их с разделенными результатами в объектном режиме. Также старайся не класть их на поверхности, которые могут сильно деформироваться, особенно в тех местах, где складки и морщины на самом деле не имеют смысла. Это немного сложно использовать, так как они всегда будут там, как только они будут смоделированы. Я тоже отвлекся здесь на мгновение, чтобы уменьшить количество петель, спускающихся по спине. Плотность слишком высока для того, что мне нужно. Конечно, я должен был быть очень осторожен, чтобы не было слишком много ударов и слишком большой потери объема. Поэтому я продолжал лепить по поверхности, чтобы они оставались гладкими и чистыми, скрывая петли, поскольку здесь жизненно важны препятствия для выбора петель, поскольку некоторые из них уже проходят через большую часть тела.
Процесс здесь похож на то, когда я был богат, извиняясь за волосы. Убедись, что и у вершин, и у впадин есть контур ребер, чтобы получить хорошую основу для форм и общего потока ребер. Нам нужны концы разломов, а морщины могут закончиться бриллиантом, чтобы уничтожить петли там, где они больше не нужны. Потом добавь еще петель или скоси их, чтобы получились складки. Наконец, очисти петли еще немного, чтобы уменьшить и управлять количеством и размещением шестов и ромбов. С точки зрения дизайна, я стараюсь сделать морщины немного более четкими, чтобы они соответствовали волосам и частям тела. Так вот почему я обычно начинал сглаживать пики и впадины этих морщин. В конце концов, я немного сгладил пики, чтобы они не были угловатыми и с твердыми краями.
Я не использовал метод нанесения на одежду. Вместо этого я просто использовал кисти Inflate и Grab в режиме Sculpt, чтобы вручную сопоставить объемы с новым телом. Я также снова использовал кисть для рисования, чтобы немного больше подчеркнуть некоторые складки. Используй рентгеновское затемнение, чтобы увидеть одежду по отношению к телу и немного увеличь расстояние с помощью случайных цветов. Также легче идентифицировать объекты. Также включи контуры, чтобы более четко видеть пересекающиеся области в качестве подсказки. Даже на асимметричном объекте иногда можно выделить только область, которую нужно сохранить примерно симметричной. Вместо того, чтобы использовать модификатор Mirror, в данном случае удалите геометрию на одном из плечевых ремней и продублируйте и зеркально отразите новую геометрию. Затем заполните отверстие и объедините перекрывающуюся геометрию. Если ты не уверен, есть ли еще какие-либо открытые границы там, где они в принципе должны были быть объединены, используй Select Non-Manifold в меню выбора. Этот оператор всегда выделит открытые границы среди прочего. Для брюк я использовал в основном тот же рабочий процесс, что и для верха. Я действительно сильно изменил топологию области приклада, хотя и для того, чтобы она лучше повторяла форму. В какой-то момент мне нужно было избежать некоторых бесконечных циклов, ведя их вниз по вертикали.
Обтекание краев верхних штанов оказалось очень сложным, так как я решил смоделировать все складки, которые у меня были в скульптуре.